Как нарцисс контролирует нас своими извинениями? Мы сегодня разберемся в этом, потому что часто я встречаюсь с тем, что когда человек находится в отношениях с нарциссом, очень сильно не хватает, чтобы нарцисс как-то извинился, признал свою вину, взял ответственность за то, что он там что-то там накосячил. И получается, что вот когда уже в конце концов нарцисс приходит и там говорит, ну извини, там я что-то сделал, люди часто как бы вроде радуются, думают, ну вот наконец-то он как-то немножко собрал кабину и как-то уже хочет мириться, то есть он пришел вот договариваться, он признает свою вину, но не так все просто. В ряде случаев, не всегда, но в ряде случаев, извинение может быть всего лишь манипуляцией. То есть жертва нарцисса, человек, который находится рядом с ним, радуется, что вроде у него какая-то осознанность там проклюнулась, а на самом деле это вот хитрый ход. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня я расскажу вам о том, как нарцисс может манипулировать своими извинениями. То есть, казалось бы, чего-чего, вот и такое бывает. Если вам интересно в этой теме разобраться, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Нарцисс старается обесценить ваши чувства через извинения, потому что иногда бывает так, что, когда вот человек долго находится в отношениях с нарциссом, когда он прямо обесценивает чувства, говорит, что ты слишком чувствительная, ты слишком какая-то ранимая, иногда уже жертва нарцисса начинает этому как-то противостоять, говорит, это не я слишком чувствительная, я чувствую, как чувствую, я не могу быть слишком или недостаточно чувствительной, я чувствительная базово. В таком случае нарцисс иногда может заходить через извинения именно потому, что извинения это то, что мы, как правило, в отношениях, в таких здоровых, воспринимаем как какую-то разрядку, и мы всегда, вот когда есть человек, который нам как-то вот близок, который нам важен, если с ним какая-то напряженность есть, мы ждем от него постоянно извинения. И вот нарцисс, когда извиняется, он к себе располагает просто по определению человека, с какой-то гармоничной там, не знаю, структурой личности. А потом говорит в этих извинениях, извини, что так получилось, мне жаль, что ты такая чувствительная, что ты вот так реагируешь на то, что я говорю. Я всего лишь пошутил, а ты так это восприняла, потому что ты просто слишком тонкая, такая чувствительная и не понимаешь юмора, то есть как бы еще и тупая. И в таком случае получается, что из-за того, что вот он как бы обернул вот это вот обесценивание в такую оболочку извинения, человек вроде бы как открылся, потянулся к нему и получил вот эту вот горькую пилюлю внутри этой сладкой оболочки. Третий способ, как нарцисс может контролировать свою жертву извинениями, это такой вот порочный круг, когда нарцисс делает что-то конкретно, там какое-то может быть ссора, обесценивание, не знаю, там повышение голоса. Каким-то образом он делает что-то, что другому человеку не нравится в этих отношениях. Происходит ссора, человек с этими нарциссическими чертами извиняется, наступает примирение, и это извинение, в этом извинении звучит какое-то вроде бы как обещание перемен, изменений. То есть, когда нарцисс извиняется, он либо прямо обещает, либо жертва как-то вот в этих словах сама себе там придумывает, что он больше так не будет. Как говорят дети, я больше так не буду, это обещание изменений. И, соответственно, примирение происходит на основе того, что у жертвы нарцисса есть вроде бы как убеждение, что вот он покаялся, он извинился, я видела его глаза, и он мне сказал, что вот он так вот вроде бы как больше не будет. Но при этом нарцисс не меняется, и чуть позже опять вот эта ситуация повторяется, опять ссора, опять извинения, опять примирение, и опять, в общем, они выходят на новый круг. Почему так происходит? Потому что вот это вот само извинение, как правило, для людей с такой, какой-то условно здоровой, гармоничной личностью является, признаком этой вот примирения, деэскалации. И мы, как правило, когда слышим слова «извини» или вообще человек как-то подходит извиниться, то мы к нему как-то вроде как располагаемся. Второй вопрос, почему этот порочный круг вообще может существовать? Потому что жертва, человек, который находится рядом с нарциссом, почему-то верит, почему-то обманывается и почему-то допускает в своей голове, что те изменения, о которых нарцисс вроде бы как говорит, или иногда вообще на них намекает, что они произойдут. Это уже такой вопрос, почему человек находится в этих отношениях с нарциссом. Часто бывает так, что, скажем, женщина находится в отношениях с нарциссом, и она имеет какие-то ожидания, которые связаны с ее собственным семейным сценарием. То есть ей там с детства говорили, что тебе нужно быть таким мужчиной, и она вроде бы как все ожидает, что случится что-то. Или, она, как-то финансово, эмоционально, или еще и как-то зависима. То есть тут уже вопрос в том, чтобы женщина могла проработать твои проблемы, которые, возможно, не позволяют ей выйти из этих отношений, и тогда она будет меньше, что ли, верить в эти извинения нарцисса. Потому что пока вроде бы как верить извинения нарцисса, ей важно, чтобы оставаться в своем сценарии.
Если вам нужно разобраться с тем, что происходит с вами, вы понимаете, что самостоятельно вы не можете разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Четвертая вещь, как нарцисс может манипулировать своими извинениями, это он может использовать вашу эмпатию и, так сказать, давить на жалость. Ну, такая штука вообще из детского сада, очень что-то такое детское, но как-никак все-таки работает иногда и в отношениях вот с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами. То есть, когда он извиняется так, что ну извини, но просто я не могу по-другому. Видимо, я такой человек, мне очень сложно вот в этом мире иногда чувствовать какие-то тонкие моменты. И ну, я всю жизнь от этого страдаю, и вот мне жаль, что ты сейчас очень страдаешь. И я очень рад, что вот ты все-таки появилась в моей жизни. Ну, знаете, такая вот штука, здесь должна быть музыка из Титаника и вообще просто слезы. Ну и понятно, что если у женщины достаточно эмпатии, плюс в принципе такой сенситивный, эмотивный такой тип личности, когда она вот ну, как бы вот он это все говорит, это так как-то приятно и все. Ну, конечно, я тебе прощаю. Вот. А нарцисс это может воспринимать как просто такую игру, когда он так нащупывает, а что такого я могу сказать, такого вот жалостливого, чтобы это подействовало. О, действует, хорошо. Ну, в следующий раз, может быть, чуть подкрутить, чуть-чуть еще как-то вот изменить. То есть, понимаете, ну, по сути, это такая манипуляция. Он просто использует вот вашу эмпатию для того, чтобы вот с этой стороны заходить как-то и, ну, как-то вас смягчать. Пятая штука, которую нарцисс может сделать, это отказ от ответственности даже в извинении. Опять же, это как кажется, ну вообще как такое возможно, но это может быть фраза типа «извини, мне жаль, что так получилось, я бы никогда этого не сделал, если бы ты меня не спровоцировала». Или если бы кто-то там чего-то бы не сделал. То есть я бы никогда бы не опоздал на день рождения ребенка, если бы в городе не было пробок. То есть виноваты пробки, не то, что он выехал там недостаточно, он их не учел. Там. Или я бы никогда бы чего-нибудь там бы такого бы не сделал, если бы там, скажем, какой-то там двоюродный брат бы не принес тот коньяк, за которого я напился и потом потерял контроль над собой. То есть виноватый коньяк, кто угодно, кто его принес, ситуация, там, Меркурий, чего угодно, погода, только не я. И получается, ну все это, поскольку начинается с извини, там, или мне очень жаль, что, ну, у нас так в культуре принято, что когда человек говорит «извини», то он говорит как бы о себе. То есть я чего-то не так сделал, и мне жаль, что я что-то не так сделал. А здесь получается как бы форма начинается вроде бы такая извинительная, но потом все заворачивается, что мне очень жаль, что кто-то, как будто я извиняюсь за кого-то. Самая такая курьезная штука, это когда вот вас двое, и он, извиняясь, по сути, вину всю перекладывает на тебя. Ну типа... извини, что так получилось, и это никогда бы так не произошло, если бы ты меня не спровоцировала и не заставила меня выйти из себя. То есть получается, что вас двое, он начинает извиняться, в результате ты чувствуешь больше вины. То есть это вообще такая штука, как бы высший пилотаж манипуляции. Ну, просто это переворачивается. Просто на эти вещи нужно обращать внимание. Кстати, я провожу курс про отношения, уже скоро будет 6-й поток, курс о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как из них выйти, если ты понимаешь, что ты хочешь из них выйти, как восстановиться после выхода из этого. Ссылка на курс будет под этим видео, можете посмотреть общую информацию и присоединяйтесь к моим будущим потокам. То есть в таких ситуациях, когда вы сталкиваетесь с такими манипуляциями, извинениями, нужно вести себя так же, как и в любых других манипуляциях. Нужно смотреть больше не на то, что человек говорит, а что вы чувствуете, что с вами происходит, какие он делает действия. То есть смотреть не на слова, а на действия и последствия. Что происходит. Если вы часто слышите слово «извини», но как бы вы не чувствуете облегчения, к которому привыкли в какой-то обычной ситуации, вы не чувствуете примирения и какого-то потепления ваших отношений, а еще только хуже становится, ну, значит, относитесь к этому, что это не извинение, это манипуляция, на которой написана просто такая вот табличка извинения. Это, на самом деле, это манипуляция. Если вы когда-нибудь находились в отношениях с людьми с такой ярко выраженной нарциссической личностью, там, или может там РНРЛ даже, и вы вот сталкивались с ситуацией, когда он вроде бы через извинения вами пытается манипулировать, я буду вам очень благодарен, если вы в комментариях напишите, поделитесь своим опытом, потому что это важно и для других подписчиков, и для меня. Если, конечно, это безопасно для вас, в плане того, что это все-таки публичное пространство. Но если вы сможете этим поделиться, то это дополнит мое видео, и другие зрители также будут как-то дополнять, будет такой небольшой пул примеров в комментариях под видео. Если вам эта тема интересна, формат видео понравился, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.